Вот я и собрал самый обсуждаемый компрессор с головой Aeromax B2105T от компании Foxweld. Согласитесь, он впечатляет даже внешне. Почему я выбрал именно эту компрессорную голову? Во-первых, она не греется, потому как имеет мощные охладители и 2 ступени нагнетания. А чем меньше она греется, тем меньше конденсата. Во-вторых, производительность. Для профессионального пескоструя 1000 литров как бы маловато. Но для пескоструйных пистолетов и прочего пневмоинструмента хватит сполна. Для чего он нужен мне, узнаете в конце видео. Третий момент – это надежность. Такие головы десятки лет работают на производствах как часы. Да и цены на запчасти адекватные. Если своевременно обслуживать, то прослужит долго. Четвертый момент – цена. Отдельно голова B2105T стоит 62 тысячи рублей. В сборе компрессор в 3 раза дороже. Именно поэтому я решил собрать компрессор своими руками. В этом видео дам полную информацию по сборке, подключению электрики и автоматики, настройке и отвечу на самые острые вопросы, которые продублирую в закрепленном комментарии. Чтобы не потеряться, рекомендую подписаться. И, кстати, видео для удобства разбил на эпизоды. А начнем, пожалуй, с компоновки. Почему я не поставил двигатель и компрессорную голову на ресиверы, как это делают все? Во-первых, большой ресивер занимает много места. Длина же пропановых баллонов меньше метра. Но на 1 метре двигатель и компрессорную голову весом 100 кг сложно уместить. Как вариант, можно собрать компрессор без ресивера на раме, закатить в другую комнату, а ресивер литров на 300-500 спрятать на стеллаж, в чердаке, либо в гаражной яме. Но без ресивера терялась бы мобильность. Поэтому было решено сделать компрессор с ресивером, но быстросъемным. Для свободного доступа к компрессору достаточно открутить трубу от подачи воздуха и 4 болта. Раму с ресиверами снимет 1 человек. Раму сварил из профильной трубы. Опоры для двигателя и головы вырезал из полосы толщиной 5 мм. Голову пришлось поднять выше, потому как шкив висел ниже рамы. Сделал небольшой апгрейд. Сливную пробку заменил на краник. У большинства компрессоров такого плана не продуман слив масла. Как бы вы его не сливали, масло обязательно попадет под голову и поплывет по ресиверу. Краник с подходящей резьбой не нашел, поэтому купил переходник и краник на 1/4. Масло на обкатку залил дизельное. Погоняю компрессор часов 5, после чего заменю на компрессорное. А еще поставил неодимовый магнит. Думаю, вы догадались, для чего. При замене масла открутим крышку и посмотрим на результат. Будет интересно. Двигатель на 7,5 кВт 3000 оборотов. 1981 года рождения. За свою жизнь, судя по гвоздям, вместо винтов видел немалое. Но после замены подшипников, чистки и покраски заработал как новый. В газовых баллонах пропалил отверстия и приварил 2 трубы. Нижняя – это дренаж для конденсата, верхняя объединит ресиверы и пригодится при переноске. После сварочных работ все разобрал и покрасил черным грунтом 3 в 1. Затем наклеил малярную ленту и украсил желтым цветом. На следующий день приступил к сборке. Список того, что было куплено для этого проекта, оставлю в описании под видео. Двигатель с завода рассчитан на подключение только звездой. Я не стал колхозить, подключил также. Крышка не родная. Пришлось нарезать резьбу. Резьбы, которые будут идти под давлением, садил не на фиксатор резьбы, а на герметик. Внешне очень похожий на высокотемпературный герметик. С трубой высокого давления случилась неприятность. Когда гнул, отломал небольшой кусочек. Про запас купил метровую трубу, но не пригодилось, потому что смог согнуть и подогнать то, что осталось. Алюминиевая труба хорошо обжимается без герметика. Уголок для сброса давления посадил на фиксатор резьбы. Мелкие резьбы фиксатор держит лучше. Фильтра под эту голову должны быть с трубной резьбой, диаметром 32 мм. Я нашел с шагом 1,5.
и вышел из положения, сделав переходные втулки. Защитную решетку изготовил из двух старых теплообменников от холодильников. Несмотря на размер, решетка получилась довольно жесткой и отлично подошла. Финальным аккордом стал столик, на котором достаточно места для чего-либо. В совокупности ресивер, решетка и столик хорошо защищают компрессор от повреждений и посторонних предметов. Обратный клапан можно было спрятать, но я его поставил на место, где раньше был вентиль. Приварил муфту с дюймовой резьбой диаметром 32 мм. У клапана с одной стороны дюймовая резьба на 32 мм, с другой стороны резьба шагом 1,5 и тоже на 32. Гайки редкие, но они есть в продаже и идут с трубами для подключения к обратному клапану и компрессору. Уголок с резьбой 10 мм, к которому подсоединяется трубка сброса, покупался отдельно. К уголку трубка крепится развальцованной стороной. Со стороны прессостата крепится иначе. Одевается гайка и конусная муфта. Они идут в комплекте с прессостатом. И когда затянем гайку, трубка обожмется. Муфту с резьбой 1,2 дюйма для автоматики приварил повыше. Для дополнительного быстросъема вварил уголок и резьбу для пескоструя под шаровый кран. Там и там резьба 1,2 дюйма. В самой нижней точке приварил гайку с резьбой 1/4 для дренажного клапана. Почти вся электрика будет находиться в этом боксе. Подходящей глубины боксы только под заказ. Пришлось заколхозить из двух распределительных коробок. Слева будет стоять устройство защитного отключения на случай короткого замыкания, а правее поставлю контактор с тепловым реле на случай обрыва фазы, перегрева и заклинивания двигателя. Тот, у кого двигатель однажды сгорел, на защите не экономит. На подключении остановлюсь поподробнее. Первым будет идти УЗО. УЗО можно заменить на обычный автомат, который дешевле, но вряд ли он спасет мотор от замыкания. К УЗО подключим магнитный пускатель, которым будет управлять прессостат, а к магнитному пускателю подключим тепловое реле. У меня двигатель на 7,5 кВт 15 А, поэтому тепловое реле купил с регулировкой от 12 до 18 А. Настроим реле на 15 А. При обрыве фазы либо перегреве биметаллические пластины внутри реле от нагрева разомкнутся и отключат контактор. Реле прикрутим ко второму, четвертому и шестому контактам контактора. Контактором может управлять автоматика как на 380 вольт, так и на 220. Рассмотрим оба варианта подключения. От контакта катушки А2 бросим перемычку к 96-му контакту реле. К первому, третьему и пятому контактам подключим 3 фазы от УЗО. К любой из 3 фаз подключим еще один провод, который пойдет на прессостат. У прессостата на 220 вольт контакты замкнуты по горизонтали. Подключим его к прессостату. Нейтральный провод от УЗО подключим к нейтральному проводу контактора. К нейтральному тоже подключим 2 провода. Второй пойдет на прессостат. Здесь у нас провод от фазы и нуля, который мы только что подключили. С другой стороны я подключил 2 провода чуть раньше. Зеленый замкнут с черным, значит черный провод тянем к контактору и подключим к контакту катушки А1. А провод, который замыкается с фазой, подключим к 95-му контакту теплового реле. Если к контактам 98 и 97 подключить лампочку, она будет загораться при аварийном срабатывании реле. Вот и все. Осталось подключить двигатель к контактам 2, 4 и 6. 0 на двигатель берем после УЗО. 0 у меня скручен с землей. Вместо двигателя для теста подключу лампочку. Чтобы лампочка не сгорела, один провод подключим к любой из 3 фаз, другой подключим к нулю. Проверим, есть ли напряжение на УЗО. Есть. Включаем УЗО. У прессостата по умолчанию контакты замкнуты, поэтому лампочка и загорелась. Двигатель условно заработал. Выключить можно кнопкой на прессостате,
либо кнопкой «Стоп» на реле. Есть еще тестовая кнопочка для проверки исправности реле. Сейчас реле в автоматическом режиме. Если нажать и отпустить кнопку «Тест», реле отключится и заново включится. Если реле переключить в ручной режим, то после нажатия кнопки «Тест» реле само уже не включится. Теперь смотрите, когда у вас пресостат на 380 вольт 20 ампер, а сила тока двигателя 10 ампер, его можно поставить в цепь между УЗО и контактором. Контакты тут замкнуты по вертикали. Но если сила тока двигателя почти такая же, как и у пресостата, то подключаем, как и в первом варианте. Открутим первую замкнутую пару проводов от пресостата на 220 вольт. И подключим к любой замкнутой паре пресостата на 380 вольт. То же самое делаем и со второй парой. Подключаем к любой свободной паре. Точно так же пресостат на 380 вольт, только без УЗО, контактора и реле можно подключить к любому компрессору на 220 вольт. Проверяем. УЗО включили, тепловое с контактором работает. И пресостат на 380 вольт работает. Как видите, все работает. Есть еще один момент. Контактор тоже должен быть мощнее электродвигателя вдвое. Я попробовал поставить контактор равной мощности двигателя. При третьем запуске он начал подгорать. Причина в том, что в момент запуска двигателя на 7,5 кВт сила тока в пике не 15 ампер, а 44. Так выглядел монтаж в первоначальном варианте, а так выглядит сейчас. Тепловое реле можно подключить практически к любому контактору. Переходим к регулировке. При первом запуске аварийный клапан пресостата сбросил давление на 7 атмосферах. Сейчас покажу, как его отрегулировать. Снимаем кольцо и колпачок, открутим контрагайку, внутри спрятана пружинка. На пару витков подожмем пружинку и заново законтрагаем. Пресостат тоже отключился при давлении чуть выше 7 атмосфер. Регулировка делается просто. Сняв крышку, немного подкрутим этот винт по часовой стрелке. Так мы поднимаем не только верхний, но и нижний порог давления. Aeromax B2105T позволяет поднять давление до 12,5 атмосфер. Мне под мои нужды вполне хватит 8. Ну и последняя регулировка, которая, как оказалось, знают не все, делается этой крутелкой. Она регулирует давление на левом быстросъеме. Крутим против часовой стрелки, давление уменьшаем, а по часовой поднимаем. К примеру, аэрографы работают при давлении в 1 атмосферу, а краскопульты от 3 до 4. 100-литровый ресивер компрессор закачивает от 0 до 8 атмосфер за 1 минуту и 3 секунды. Пресостат запускает компрессор при падении давления чуть менее 6 атмосфер. С помощью счетчика для газа подсчитал производительность компрессора в минуту. С учетом того, что обратный клапан при отключении сбрасывает пол атмосферы, счетчик насчитал 700 литров. Это как бы меньше заявленных 1050 литров. А все потому, что я снял шкив диаметром 160 мм и поставил на 110. Компрессору с небольшим шкивом легче стартовать. Ну и производительность упала. Хотя мы можем сделать довольно точный расчет. Зная обороты двигателя 2950, диаметр ведущего шкива 110 и диаметр ведомого шкива 460 мм, мы получим количество оборотов компрессора в минуту 710. Если бы у меня стоял шкив диаметром 160 мм, обороты компрессора подросли бы до 1030 в минуту. Теперь можем решить простое уравнение. 1030 гипотетических оборотов умножаем на наши 700 литров воздуха и делим на фактические 710 оборотов компрессора. На выходе получаем 1000 литров в минуту. Замеры температуры показали, что при длительной работе компрессора сильнее всего нагреваются клапанные плиты.
На шкиве диаметром 110 мм плиты грелись до 50 градусов, а цилиндры до 25. На 160 шкиве цифры были чуть выше. На клапанных плитах температура поднялась до 65 градусов, на цилиндрах до 42. На днях придет тепловизор, с помощью которого нам будет проще увидеть горячие и холодные участки компрессора. Звук работающего компрессора слух не напрягает. Можно разговаривать в полголоса. На деле он оказался даже тише малыша, который реально раздражает и напрягает своим звуком. И наконец, многие хотели бы узнать, сможет ли запуститься компрессор в паре с самодельным плавным пуском. Я провел пару экспериментов. На 160 шкиве двигатель под нагрузкой не запустился. На 110 шкиве он как бы очень старался, но тоже обосрался. Чуда не случилось. Здесь гореть нечему, это выгорали остатки масла. Так что, друзья, как бы не хотелось сэкономить, мне придется раскошелиться на преобразователь частоты. Вот я и подошел к главному вопросу. Для чего нужен такой компрессор? Для пневмоинструмента и плазмореза мне бы хватило компрессора литров на 600. Я же хочу опробовать не только простую пескоструйную обработку металла, но и художественную обработку стекла. Когда-то я уже делал нечто подобное со стеклянной посудой и нержавейкой. Своей же кружкой из ролика 5-летней давности я пользуюсь по сей день. Портрет сделан пескоструем. Да, тогда катастрофически не хватало мощности компрессора. Теперь же я могу опробовать даже что-то более масштабное. К примеру, можно делать узоры на межкомнатных перегородках, дверях и шкафах, душевых кабинах, зеркалах и столах. Для демонстрации наклеил на стекло несколько наклеек, которые остались от старых проектов, и немного потренировался. Давление для пистолета, подключенного к быстросъему с соплом на 4 мм, хватает за глаза. Более того, большую часть времени, пока я пескоструил, компрессор отдыхал. Для металла, чем больше поток воздуха и чем больше сопла, тем выше производительность. Работая же с трафаретами или наклейками на стекле, нужна деликатность. Если будут вопросы, задавайте. Комментарии я не только читаю, но и отвечаю. А ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, как обычно, дублирую в закрепленном комментарии. На этом все, дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк или дизлайк и подписаться на мой канал.